Здравствуйте, друзья! В эфире видеокаст «Аметист. Высокие технологии для бизнеса». Мы сегодня в Екатеринбурге на IT-полигоне. А с нами, так сказать, в импровизированной такой вот мобильной студии Алексей Шилин, директор департамента Enterprise внедрений компании TrueConf. Алексей, привет! Привет, Андрей. Спасибо, что позвали. Да, без проблем. Слушай, хотелось бы тебе задать несколько вопросов, пользуясь тем, что мы сегодня здесь на совместном стенде представляем продукт, представляем TrueConf. А TrueConf — это прежде всего ВКС. Скажи, пожалуйста, вот как и кому вообще пришла в голову, как родилась идея вообще сделать ВКС-систему, причем, я, насколько я знаю, довольно давно уже? Да, Андрей, очень интересный вопрос, спасибо тебе огромное. На самом деле, хотелось бы, конечно, на него ответить с юмором и сказать о том, что команда TrueConf продуктовая в 2003 году предвидела все те политические изменения, которые происходят сейчас. Да. Предвидела пандемию, когда 80% населения планеты ушло на удаленку. Причем у нас были кейсы, где в компании Ростелеком 80 тысяч сотрудников ушло на удаленку в один день, и понятно, им нужны были унифицированные коммуникации, продолжать общаться и эффективно работать. Мы предвидели СВО, когда крупные американские вендора просто сожгли свои остатки складов и мебель закопали в землю, но, к сожалению, нет. То есть была команда энтузиастов, специалистов в области АВ, звука, видео. Был крупный заказ от банка. И просто вот эти наработки вдохновили команду в то, что из достигнутого эффекта можно сделать хороший продукт. Был создан протокол TrueConf SVC. Раньше мы писали сами видео-аудиокодеки. И это очень, на самом деле, сложный технологический процесс с очень узким кругом людей, которые в этом разбираются. Ну и грех было все это бросать. И к 2015 году вполне вышел уже коммерческий проект, когда мы уже начали брать первых enterprise заказчиков. Ну вот 12 лет ушло на формирование вот этого коммерческого продукта. Первые наши чейнджлоги начали выходить в 2010 году, зафиксированные. Это уже была третья версия продукта, когда это уже был вполне себе продукт. Ты занимаешься enterprise продуктом, то есть это работа с крупными заказчиками. Вот если вот таким вот коротким одним предложением, как бы ты охарактеризовал свою работу, как твой день строится рабочий? Ну, наше подразделение – это подразделение коммерческого блока, и наш KPI – это все-таки продажи, новые инсталляции, успешные, внедренные. И, наверное, одним предложением это выглядело бы следующим образом. Мы общаемся с профессионалами рынка, понимая их потребности, и разговариваем с ними языком преимуществ исключительно. Ну и дальнейшая работа, это уже, когда мы пришли к гармонии и консенсусу, это эффективное и правильное, корректное внедрение продукта и миграция, допустим, с американского решения на российское. Скажи, пожалуйста, что вот в внедрении продукта дается тяжелее всего, какие-то болезненные моменты, и от чего, наоборот, как бы ты получаешь максимальный кайф вот в том, что получается здорово? Ну, начну, наверное, с сложностей и в ответе на вопросе болезненных моментов. Есть действительно моменты, и обычно это первые 4 месяца использования, когда созданный пользовательский, клиентский путь за 20 или 15 или 10 лет использования американского продукта или не американского, европейского, приходится доносить преимущества продукта TrueConf и вот эти пути менять, поскольку мы все-таки отличаемся. Ну, все продукты разные. Конечно. И к любым интерфейсам надо привыкнуть, как к любым особенностям надо привыкнуть. Некий функционал пользователь не очень понимает, как работает. И мы плотно выстраиваем отношения с владельцами продукта, проводим много ревью пользователей, много общаемся с продуктовыми командами заказчика. И, в принципе, у нас уже за годы выработался план. То есть мы заранее предупреждаем всех, что будет какое-то время, несколько месяцев тяжело. Но вот потом начинается кайф. Кайф выглядит следующим образом, когда приходят обычные пользователи продукта на стенд и говорят: Алексей, из всего импортозамещения, что у нас было, вы — это тот продукт, который нас вселяет надежду, что российский софт — это прекрасно. И мы не получили не только функционального дефицита, все клево работает, продукт действительно классный. И, соответственно, огромное вам спасибо, развивайте его дальше. И вот от этого мы действительно получаем истинное удовольствие, потому что, ну, все-таки Microsoft — это достаточно сильный игрок на рынке. Конечно. И услышать такие теплые слова, ну, это дорого стоит. Я думаю, что уровень R&D и затрат совершенно несопоставим. Как бы. Ну, сопоставим, да, но в разы. В разы, да, мы об этом говорим.
все сейчас помешаны вроде как на импортозамещении, но я знаю, что TrueConf, как ни странно, работает в других странах, не только в России. Как вообще так получилось, что российский продукт, наоборот, вышел куда-то вовне, на территорию, где, условно, там, Zoom с Teams всегда жили и живут до сих пор? Да, хороший вопрос, Андрей, спасибо. Тут на самом деле все очень просто. Мир изменил пандемия. То есть большинство крупных американских и европейских решений из списка Гартнеров, куда мы входили 3 года до специальной военной операции, они были он-премными, но стали облачными. Потому что модель Zoom очень многим крупным производителям показалась более удачная, чем он-прем. Из-за этого большое количество зарубежных потребителей лишились преимуществ он-према, а ими конфиденциальности переговоров, переданных файлов, переданных текстовых сообщений, транскрибации, протоколов, суммаризации. Это стали облачные продукты, и здесь проявились наши преимущества, поскольку мы являемся именно этим нишевым игроком, который специализируется именно на закрытых инсталляциях. Что такое закрытая инсталляция? Выключается полностью интернет, мы продолжаем работать. Ну, понятно, что внутри защищаем. Ну, понятно, внутри, да. Скажи, пожалуйста, а я вот не в курсе. То есть Zoom полностью ушел из он-према, да? То есть они у Zoom не было никогда полноценного он-према. У них были выносы медийные, которые проксировали медийный трафик на сервера Zoom для улучшения качества обслуживания. Но так, чтобы отстегнуть полностью облако Zoom от инсталляции российского, по крайней мере, потребителя, таких прецедентов я не знаю. Поэтому не было ни одной конференции Zoom в этом плане безопасной, ну, насколько нам известно. Хотя мы очень со многими общаемся, российскими крупными игроками. И вторая ситуация такая, что Zoom — это недружественная понятно. компания. Сейчас понятно, да. И тут, даже если бы у них был он-прем, это ключи шифрования и прочие моменты вызывают вопросы. Поэтому тут мы на коне. И часто бывают заказчики, у которых стоит Zoom, стоит Webex, стоит Teams, и один из заказчиков таких Boeing. То есть коллеги просто приходят и говорят: да, мы знаем, что вы русские, да, но нам нужно закрыть определенный момент. Это безопасно общаться. Business, да. Поэтому классно. Мы сейчас продаемся в 70 странах мира. Понятно, что где-то русских пугаются, да, то есть даже несмотря на преимущество, видят кириллицу и все, дальше ты не общаешься, А где-то, наоборот, рост, то есть это БРИКС, СНГ, страны, Индия, Латинская Америка, где потихоньку начинают закручивать гайки, люди понимают наши риски, через которые прошли мы, Иран и другие крупные страны. И дальше тут все очень достаточно позитивно, потому что конкурентов нет. То есть компания, у которых есть enterprise, отказы, катастрофы, устойчивости, геораспределение, когда ты умеешь держать нагрузку, у тебя есть интеграция с телефонией, DLP, CM-системами, у тебя есть модули, шлюзы, протоколирование и прочее, я могу до утра рассказывать. Все это сделано на собственном протоколе, и мы гарантируем полную безопасность, то есть даже при работе через публичные сети в случае перехвата трафика нас невозможно расшифровать. Мы крайне криптостойкие. Поэтому это приводит к тому, что мы продаемся очень легко. То есть тут главное найти потребность. Существенный аргумент, мне кажется. Да. Слушай, накануне IT-полигона, то есть мы сюда пришли, по сути, показывать огромное количество новых опций и фишек, которые вы сейчас интегрируете в продукт. И, по-моему, ты накануне как раз сказал, что это чуть ли не крупнейшее обновление TrueConf за чуть ли не всю историю будет по количеству этих опций. Если вкратце, самые прикольные штуки, которые лично тебе нравятся. Да, действительно, у нас выходит в этом году очень крупное обновление, именно пользовательское, потому что у нас и до этого выходили очень крупные обновления, но когда они выходят архитектурные, например, технологии суперкластера, так глазами. Да, пользователь, к сожалению или к счастью, не все продолжает хорошо работать. Под капотом остается. Да, но то, что мы стали меньше потреблять ядер, меньше каналов, или стали гораздо меньше потреблять железа для отказа катастрофоустойчивости, он этого не видит, это админские фичи. А в этом году именно выходит большое число пользовательских фич, которые, конечно, наши потребители заметят. И, наверное, самым значимым, я считаю, это выход нашего модуля AI, когда мы дадим нейросетки в реальную жизнь, и пользователи смогут пользоваться функционалом протоколирования, суммаризации, стенографирования. В дальнейшем появятся голосовые метки, субтитры, возможно, автоматический перевод. Там огромная поляна для продуктовых решения задач бизнеса с помощью нашего продукта. И это
очень вероятно даст хороший экономический эффект для бизнеса, поскольку мы какие-то бизнес-процессы, например, людей, которые пишут мемо-протоколы, проекты, которые отвечают за риски, за сроки, мы их работу упростим в разы. И вот мы уже сейчас видим крайне высокий интерес к этому модулю, и нейросети, то, что пришли в UC, это большой толчок развития нового функционала. Да, новое дыхание, мне кажется. Новое дыхание, да, и вот очень позитивно. Второй момент, мы сделали полноценную интеграцию с Exchange. Теперь функционал календарей и календарных событий видно в Турконфе. И не обязательно настраивать дополнительные продукты. Это первое. Второе, это станет удобнее с точки зрения, сотрудник ушел на обед, он не видит своего календаря, он может оперативно подключиться к конференции прямо с мобильного телефона, видя свой календарь. То есть много всяких пользовательских сценариев, просто с нами станет удобнее жить. Третье, мы сразу думаем о импортозамещении ядер почтовых систем. То есть мы интегрируемся с коллегами из Рупоста, Communicate Pro, VK Workmail и другими продуктами. И весь наш функционал будет также работать, даже если компания уходит из Exchange. И это очень часто вопрос для компании, чтобы ничего не сломалось при миграции на российские решения. Поэтому мы делаем универсальные модули сразу, и это хорошо, потому что мы хорошо понимаем текущую повестку, понимаем наш roadmap и вот эти моменты. Кроме этого, значительно улучшатся интерфейсы, улучшится мессенджер, появится много хорошего функционала для работы не только с ВКС-частью, но и работы продуктовых команд в мессенджере, в переписках, закрепление чатов, разбиение по группам, проверка орфографии, архивирование. То есть там очень много кнопок новых. Огромный список, да. Да, и это нас приближает к функционалу Телеграма, и мы потихоньку становимся действительно полноценным UC-продуктом, когда мы закрываем сразу широкий спектр задач, и не обязательно покупать разные продукты, делать много разных интеграций, 100 раз проходить требования eBay и прочее. Просто купили Труком, закрыли все свои вопросы. Вот как раз я хотел спросить, то есть, по сути, Telegram — это один из источников вдохновения, но только получается, что этот функционал переносится в закрытый контур. Да, коллег хотели на камеру похвалить. Для нас это команда Telegram с точки зрения интерфейсов, юзабилити, мессенджера. Нам это объективно, правда, все пользуются. Лучший в мире, да. И мы очень многие продуктовые идеи подсматриваем у коллег с Telegram. Они нам кажутся удачными. Да, но наша задача соединить многие системы в единую, и обязательно должно быть работать в он-преме. То есть основное нашей ниши и преимущество для заказчиков — это полное сохранение конфиденциальности информации при любых ситуациях. Да. То есть если только не какой-то злой умысел внутри заказчика, людей с большим доступом, да, то в принципе все остальные риски мы закрываем. Круто. Такой еще немножечко в сторону вопроса. Какие-нибудь необычные, курьезные случаи вот в практике были? Что-нибудь такое, что тебя удивило, вдохновило, как бы порадовало неожиданно? Ну, честно говоря, после внедрения первой 1000 инсталляций я уже начал поспокойнее относиться ко всему, что происходит в мире. Да. Но вот из последнего, наверное, самым курьезным было, что так немножко сначала напрягло, потом приятно удивило. Это была одна из конференций, она происходила в Йоханнесбурге, это был БРИКС. И мы на утро узнали, что Владимир Владимирович выступал в Турконфе перед 70 странами мира, там был Си Цзиньпинь, ну и там еще 69 стран. Понятно. И он был в Турконфе. А самое любопытное, что эта конференция не сопровождалась вендором. Вендор об этом не знал. А как оказалось, что... Как вы поняли, что это Турконф? Наша международная продажа. Как оказалось, что это Турконф. Просто админ случайно вышел из полноэкранного режима, и мы увидели интерфейс Турконфа. Причем даже не мы сами, нам просто кто-то из заказчиков позвонил, сказал: Леха, а что вы не хвастаетесь? Тут Путин в Турконфе на БРИКСе, а вы... Мы говорим, в смысле в Турконфе? И мы видим записи, было много СМИ, иностранных СМИ, попали во все газеты, и видно прямо в интерфейсах, что Владимир Владимирович выступал. Ну круто. Вам это помогло как-то, внутренний пиар хотя бы? Мы сначала очень сильно переживали, все ли прошло хорошо. Но когда поняли, что все хорошо прошло, удивились, что оно было без поддержки, без сопровождения вендора, потому что для нас это весьма значимое событие, когда наше первое лицо в нашей конференции. Конечно, да. Но в дальнейшем это, конечно, помогло. А что они сказали? Мы решили вас не беспокоить, да? Сказали, все работает. У нас все нормально. Одна из конференций. Вот. Но это значительно помогло, поскольку это было публичное событие, мы можем это использовать в пиаре. Круто. Хорошо, под финал последний вопрос. Каким ты видишь продукт лет через 5, вот в таком отрыве? То есть понятно, что сейчас идет какая-то рутина, там добавление каких-то опций, чего-то там улучшается, но вот
какой-то, может быть, глобальный скачок? Ну, на самом деле мы оцениваем, первое, национальный рынок, мы оцениваем международный рынок, поскольку все-таки ветки roadmap продукты разные, и не всегда они прям на 100% пересекаются. Мы думаем над вектором развития, что для нас важнее делать, приоритетнее, поскольку если чисто гипотетически иметь бесконечные ресурсы и бесконечное время, мы можем сделать лучший продукт на планете. То есть Труконф — это крайне сильная команда UC, AV, то есть мы 20 лет профессионально занимаемся видеозвуком. Но, к сожалению, есть ограничения по ресурсам, поэтому приходится постоянно думать, что из функционала как делать. эти ресурсы распределять. Да, есть прям специальные метрики, команды, методики, понимание того, во что вкладывать. И в итоге усилия. понимание есть. То есть вы определились, фокус взяли, во что именно больше идет инвестиций, там, сил, труда? Если честно, каждый год есть большой продуктовый спор, я бы сказал, драка. Да? Что делаем? Что делаем, да. Да, То есть понятно. мы обходим весь крупный enterprise заказчики на ревью, мы формируем со всеми карту синхронизации бэклогов, мы понимаем зону влияния каждой фичи для конечного потребителя. Ну, то есть чаще всего это, так я упрощенно говорю, разбивается на два сектора. Либо что чаще спрашивают, либо это очень важно для какого-то крупного enterprise заказчика с хорошими сервисными контрактами. Третье, идет оценка, а сможем ли мы это сделать за разумный срок, такое тоже бывает, и не будет ли каких-то черных лебедей в этом направлении. И дальше, если у этого доработки высокий рейтинг, да, мы ее, соответственно, приоритизируем до уровня текущего родмапа, который выходит каждый год. Но основной вектор мы делаем, основную базовую фичу, которая, скорее всего, приведет к тому, что Труконф останется монопольным на российском рынке. Это нашу архитектуру Enterprise 2.0, так называемую, которая сейчас ждет весь рынок уже больше 2 лет, когда мы делаем полноценный геораспределенный кластер с автоматическим active-active переключением между всеми нодами. Это приведет к тому, что если хоть одна нода Труконфа по всей России жива, то пользователь при любых сценариях, катастрофах переключается на нее в автоматическом режиме. И такая функциональная технология есть только у Cisco, ни у кого, то есть ВКС, и то с ограничениями. И мы выйдем на такой функционально-технический уровень да, круто. продукта, что когда компания действительно выбирает с высоким SLA защищенный сервис, ну просто у нас настолько будет сильное конкурентное преимущество. И вот этот функционал, в принципе, уже готов в бета-исполнении. И вот я надеюсь, что в следующем году появление этого функционала, если мы успеем, то оно приведет вот прям к тектоническому сдвигу. Мы на архитектурном уровне улетим в космос просто от всех российских. Классно. Слушайте, ну я вам желаю все-таки достигнуть линии Кармана и даже превысить ее, да, улететь далеко в космос. Спасибо тебе большое еще раз за то, что пришел. Еще раз повторюсь, мы на IT-полигоне, соответственно, беседовали. Алексей Шиллинг, директор внедрения Enterprise продукта, да, компании Труконф. Спасибо, друзья, коллеги. пока. До свидания. Спасибо.